Hi everyone! Welcome back to the Simple Russian Stories podcast. Today we are talking about the weather in Russia. You will learn useful words and phrases to talk about seasons, temperature, and different weather. If you like this episode, don't forget to subscribe and leave a like. You can also follow me on TikTok and Instagram for more Russian language. Are you ready? Let's get started. В России 4 времени года. Зима, весна, лето и осень. В некоторых странах сезоны начинаются 21 числа, но в России все просто. Зима начинается 1 декабря. Весна 1 марта, лето 1 июня, а осень 1 сентября. Россия большая страна, и в разных регионах климат разный. На юге тепло, а на севере холодно. Зима в России холодная. Часто идет снег и бывают сильные морозы. В Москве зимой -5 или -15 градусов. Но иногда бывает и -25. На севере страны температура может быть -40 или даже -50 градусов. Зимой дни короткие, а ночи длинные. Солнце встает поздно и садится рано. Часто бывает облачно. Но когда солнце светит, снег красиво блестит. Зимой люди носят теплую одежду. Куртки, шапки, варежки, шарфы, сапоги. Зимой в России Новый год и Рождество. Люди украшают дома и улицы, покупают елку и дарят подарки. На Новый год многие готовят салаты, пьют шампанское и смотрят салют. Некоторые люди очень любят зиму. Они катаются на лыжах, на коньках, на сноуборде. А дети играют в снежки или строят снеговиков. Но зимой холодно, и многие люди очень ждут весну. 1 марта – это уже весна. Но обычно на улице еще немного холодно. И даже иногда лежит снег. В апреле снег тает, становится теплее. На улице больше солнца. В мае уже тепло. +10, а иногда +20 градусов. Весной деревья становятся зелеными. Появляются первые цветы. Люди радуются солнцу и много гуляют в парках. 8 марта в России отмечают Международный женский день. Мужчины дарят женщинам цветы и подарки. В апреле обычно отмечают День смеха. Он 1 апреля. А 12 апреля отмечают День космонавтики. В этот день советский космонавт Юрий Гагарин первый в мире полетел на ракете в космос. Летом в России тепло, а иногда жарко. В июне, июле и августе бывает +25
плюс 30 градусов, а на юге даже плюс 40 или больше. Летом люди отдыхают. Многие ездят на дачу или на море. Дети не ходят в школу. У них каникулы. Летом можно купаться в озере или реке, загорать, гулять в парке. Люди едят много фруктов и ягод. Арбузы, дыни, клубнику, чернику, вишню. Летом бывают грозы. Иногда идет сильный дождь, громко гремит гром и сверкают молнии. В июне в Санкт-Петербурге, Мурманске и Архангельске белые ночи. В белые ночи ночью светло, как днем. В это время в Санкт-Петербурге обычно много фестивалей и концертов. Туристы со всей России едут в Питер в это время. Осень в России бывает разная. Иногда в сентябре еще тепло. Плюс 15 или плюс 20 градусов. Но в октябре и ноябре становится холодно. Часто идут дожди, а иногда и снег. Осенью деревья становятся желтыми, красными и оранжевыми. Это очень красиво. А еще осенью дети идут в школу, потому что 1 сентября – День знаний. Это праздник для школьников и студентов. В этот день ученики приходят в школу с цветами. Осенью люди носят куртки и теплые свитеры, легкие шапки и шарфы. Дни становятся короче и темнеет рано. Иногда утром бывает туман. Многие люди уже ждут зиму, потому что на улице холодно и сыро. Я больше всего люблю весну, потому что на улице еще не очень жарко, светит солнце, можно кататься на велосипеде или бегать в парке, можно пить кофе на веранде, ходить на пикник и долго гулять. А какой сезон вы любите? That's all for today. Now you know how to talk about the weather in Russian. Try use these words in your daily conversation. If you didn't understand anything, don't worry. Just listen again or check the transcript in my Telegram channel. The link, as usually, is in the description. See you in the next episode и пока-пока!